Весна и лето 2025 года обещают быть яркими и разнообразными в разных тенденциях, с акцентом на смелые цвета и оригинальные принты. И более того, до того, как мы начнем, я хочу сказать, что приготовила для вас большую инструкцию, большой гайд по трендам будущих сезонов, где перечислены сочетания цветов, актуальные материалы, актуальные фасоны. Гайд этот можно скачать у меня в Телеграме. Ссылка на этот гайд под этим видео. Скачать его можно абсолютно бесплатно. Поэтому обязательно забирайте его как шпаргалку в помощь к тому, что я расскажу далее, чтобы иметь возможность хранить ее в своем телефоне и пользоваться при каждом удобном случае, при каждом шопинге. Ну а с вами Анна Куц, и вот ключевые направления, которые будут доминировать в этом сезоне. Первым у нас идет тренд на аутдор. Это вечернее платье плюс дождевики и парки. Вы думали, что надеть парку поверх вечернего платья – это вариант только для того, чтобы выйти на вечеринки и сразу зайти обратно? А вот и нет. Теперь это тренд. Суть этого основного тренда сезона в сочетании функциональной верхней одежды с нарядными вечерними элементами гардероба. Таким образом, у нас дождевые плащи и парки переходят из элементов гардероба для активного отдыха в повседневную носку. Например, вот парки с блестящими платьями от Prada или классическими юбками от бренда Numero Bentuno. И это создает интересный контраст и демонстрирует новое видение вечерней моды. В этот блок, понятное дело, добавляются не только варианты сочетаний, но и сами виды элементов верхней одежды, что выбрала бы не только я, но и активно предлагают нам мировые дома моды. Во-первых, комфорт, осознанное потребление и высокое качество материалов, вот эти три кита стали неотъемлемой частью индустрии. По верхней одежде будут в моде длинные и объемные тренчи. Тренч-кот — это классика, и в этом сезоне он снова будет актуальным. Однако в этом сезоне акцент будет сделан на длину и объем. Свободный плащ позволит создать многослойный образ и защитит от ветра и дождя. Теперь становится вообще не важно, какого стиля вы придерживаетесь, потому что супер актуален, например, стиль бохо, и тренч в стиле бохо будет одинаково хорошо смотреться и с классическим костюмом, и с летящим платьем. Чтобы сделать акцент на талию, можно использовать базовый пояс от плаща, либо дополнительный ремень. Обязательно выбираем тренчи из тонкого, но плотного материала, который идеально подходит к переменчивой весенней погоде. Также пастельные оттенки продолжают трендить в этом сезоне и добавят много свежести в ваш образ. Второй по популярности вид верхней одежды – это спортивные куртки. Спортивный стиль, спортвир продолжает оставаться в моде, и в этом сезоне мы увидим много разных вариантов спортивных курток. Это могут быть как классические бомберы, так и более современные модели из инновационных тканей, например. Следующее – это куртки из кожи и замши. Классические модели из кожи никак не выходят из моды, но в этом сезоне они будут переосмыслены и представлены в новых видах текстуры и в новых вариантах материалов. Замша очень популярна в этом сезоне, и можно выбирать из нее лаконичные жакеты и куртки без декора. Обратите внимание на модели курток с интересными акцентами. Например, с асимметричным кроем или выделкой под рептилию. Это все добавит индивидуальности вашему образу. Еще можно выбирать варианты для верхнего гардероба с отстегивающимися элементами. Например, дополнительным воротником или отстегивающимися рукавами. Тренд номер 2 – это у нас плечи и обновленный офис-кор. Если раньше офис-коры сводились к образу так называемой офисной сирены, то сейчас популярность набирают более элегантные женские образы, но при этом не лишенные драматичности. Это объемные широкие плечи с акцентом на форму и размер. При этом, господа, лайфхак. Неважно, вы покупаете вещь в масс-маркете или в люксе, главное, чтобы плечи держали форму, и можно смело брать даже на несколько размеров больше жакет. Вот для визуального примера в Заре много таких вариантов, а вот в люксовом бренде Balmain. Суть этого тренда в том, чтобы подчеркнуть женскую спокойную силу и уверенность, но при этом оставить чуть легкости и женственности. На мой взгляд, отличный тренд, потому что такой подход к офисной моде позволяет женщинам себя чувствовать комфортно и одновременно стильно. Плюс потом эти жакеты вы можете надевать не только в офис, но и использовать как элементы вечернего гардероба. А вот Max Mara, например, использовал классические элементы, такие как пиджаки и рубашки, но с неожиданными откровенными деталями. А вот, пожалуйста, Miu Miu использует необычный подход к стайлингу при помощи ремней. Альберто Ферретти тоже вовсю экспериментировали с галстуками и жакетами, добавляя винтажные оттенки к своей коллекции. Итого, все эти бренды продемонстрировали две составляющие. Традиционные элементы офисного стиля плюс акцентные необычные детали.
Следующий, третий тренд – это акцент на ноги, от трусов до обуви. Базовое белое белье вместо штанов, мини-кеды вместо кроссовок. Давайте разбираться, что тут происходит. В 2025 году акцент на ноги в моде становится особенно заметным, что подтверждают недели моды в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке. Короткие и ультракороткие мини-шорты начнут свой новый круг популярности, вытеснив мини-юбки. Они украсили подиумы в различных вариантах материалов, от хлопка до кожи. Эксперты пишут, что уже к июлю ожидается бум продаж мини-шортов на 14% больше обычного среди поколения зумеров. Итого, дамы и господа, базовые белые трусы-шортики становятся неотъемлемой частью гардероба. Они подчеркивают простоту, красоту и комфорт, что актуально в эпоху возвращения к индивидуальности, к своему собственному телу и принятия всего, что только можно принять. Микрошортики стали звездами подиума и никуда не собираются уходить. И в целом, согласитесь, это удобная альтернатива мини-юбке, потому что их можно носить как угодно и сильно не переживать ни о чем. При этом их можно сочетать с вечерними топами, уютными вязаными кардиганами, да даже с чулками. А следующими у нас шествуют по модному Олимпу мини-кеды вместо объемных кроссовок, потому что дизайнеры решили добавить изящности и легкости нашим образом. Ну, согласитесь, белые милые кеды – это тоже всегда такая универсальная штука, их можно впихнуть в любой образ, в принципе. На последних неделях моды у нас в целом явно наблюдается тренд на сочетание комфорта и стиля. И это выражается в том числе в использовании легких тканей и открытых моделей обуви, таких как туфли с открытыми пальцами и ремешками. А на неделях моды в Милане и Париже несколько дизайнеров сакцентировали внимание на ногах моделей, используя следующие стилистические приемы. Miuccia Prada продемонстрировала нам, как можно трансформировать образы, используя плавки и кожаную куртку. Mugler добавил драпировки и акценты на ногах, что добавило сексуальности и динамики. Следующий подтренд про ноги – это открывать тонко одну ногу. И еще один – это вещи-кентавры. Например, Коперни, Bottega Veneta и Louis Vuitton предлагают нам не ломать голову, выбирая при покупке между шортами, брюками и юбкой, а покупать вещь, где будет три в одном, так сказать. Правда, есть, конечно, риск, что одной ноге будет чуть прохладнее, чем другой, но тут можно обратиться к пункту предыдущему и поддеть, например, чулки или лосины в цвет. Пишите в комментариях, как вам такие вещи Франкенштейны, это кринж или стиль. Следующий тренд, пожалуй, самый спорный, это обувь через палец. Помимо привычных вьетнамок, Miu Miu предложила перемычку у спортивных босоножек и туфель. Hermès и Изабель Маран снабдили перемычками кожаные сандали, а Кристиан Диор и Виктория Бекхэм – сапоги. Также тоже неоднозначно, но наличие шнурков и завязок – это общая характеристика, объединяющая модели обуви коллекции весна-лето. Дрис Ван Нотен шнурует мюли на танкетке, Симон Роша завязывает балетки и броги, Клоэ туфли на маленьком каблуке, а Прада снабдила шнурками туфли Мэри Джейн. Так что вспоминаем, как правильно шнуровать обувь, даже если вдруг разучились. Дальше, тренд номер 5 – это полоска, но не обычная полоска, а вертикальная полоска. Морская эстетика в целом не выходит из моды в круизных коллекциях, но сейчас тренд вышел за их пределы и распространяется на все, что так или иначе связано с водой. От яркой плитки для декора бассейна до платьев, вдохновленных русалками. Оттенки бирюзового и аквамарина будут весьма популярны. Но самое главное, что теперь полоска из горизонтальной перешла в вертикальную и стала одним из ключевых символов, что ли, стиля old money. На неделе моды в Нью-Йорке были представлены рубашки и костюмы с тонкими вертикальными полосками. Этот стиль, как мы с вами знаем, акцентирует внимание на дорогих материалах, таких как кашемир и шелк, и в целом позволяет, так сказать, козырнуть статусу. В этом же тренде у нас использование аксессуаров в морском стиле тоже добавляют игривости, актуальности, смело берем. Но если вы сомневаетесь и не до конца уверены в этом эксперименте, не чувствуете, что готовы к сильно чему-то экстравагантному, то присмотритесь к коллекции Ральф Лорен. Они представили коллекцию достаточно классическую, но при этом она учитывает все тренды. Тренд номер 6 – это легкие прозрачные текстуры. На парижской неделе моды был сделан особенный акцент на легкие прозрачные текстуры,
текстуры. Особенно этим блеснул Dior и Saint Laurent. Если вам нравится тренд на прозрачность, то знайте, он никуда от нас не уходит. Можно смело выбирать такие элементы гардероба и вписывать в своих суперские аутфиты и образы. Тренд номер 7 – бохо-шик плюс анималистичные принты. Старые зрители знают, а для новых скажу, что я терпеть не могу леопард, мне вообще не подходит, но слава богу, что в этом году к анималистичной звериной палитре прибавились зебра, корова и змея. По змее не уверена, а вот зебра и корова я обожаю это. Приведу в пример вам даже то, что мы делаем для моего бренда в моей коллекции. А вот, пожалуйста, мой аутфит на горнолыжном резорте. В общем, я очень довольна. В целом, если раньше у нас бохо-стиль ассоциировался с кружевом, многослойностью, то сейчас это больше про принт. Такие элементы, как шнуровка и бахрома, остаются модными. Также смело носим свободные блузы и массивные украшения. Также можно экспериментировать с текстурами, например, носить какие-то грубые ткани с летящими материалами. Ну и тренд номер 8, вытекающий из предыдущего, это цветочный принт, овощи и растения. Цветочные принты у Loewe представляют из себя такие акварельные рисунки на летящих тканях. Также у нас модные показы демонстрируют овощные и растительные принты. Так что если будете свой бренд создавать, а я напоминаю, что уже почти 5 лет, я помогаю людям запускать бренды одежды в моей школе Icon Fashion. И, кстати, если ваша мечта создать свою собственную коллекцию, это легко можно сделать у нас в школе. И начать я вам предлагаю с того, чтобы посмотреть мою бесплатную лекцию, где я пошагово рассказываю о том, как создать свой бренд одежды. Ссылка на эту лекцию в описании. Это моя короночка. Приходите. О создании бренда я знаю все. В частности, как запринтовать ткань под себя. Так вот, в этом сезоне, если вдруг мало ли вашей мечтой было увековечить бабушкины огурчики, то можно смело использовать такой принт для создания своих изделий бестселлеров. Следующий тренд – это многослойность, но не та многослойность, к которой мы с вами уже привыкли. Многослойность АК капуста от нас постепенно уходит. В 2025 году актуально наслоение одной легкой текстуры на другую легкую текстуру или сочетание вещей одного цвета с одним принтом, но совершенно разных фасонов. И последний тренд на сегодня, last but not least, это тренд на цвета. Желтые оттенки от мягкого ванильного до насыщенного шафранового – это must. Дальше пудровый розовый оттенок, который сочетается с черным, темно-синим, коричневым. Это создает такие элегантные образы. В общем, пыльная роза – это новый бежевый. Дальше у нас разбеленный зеленый, то есть натуральные оттенки зеленого, светло-зеленого тоже очень трендит. Ну и, конечно же, аква-тематика, про которую я уже сказала. Ярко-синие акценты, морские элементы. Берем. Так, ну что ж, 10 трендов я перечислила. Напоминаю, что в моем телеграме вас ждет бесплатный гайд-руководство, в котором еще больше примеров сочетаний цветов, фасонов, рекомендаций по магазинам, в которых можно все это найти. Это мой вам подарок. Пользуйтесь, пожалуйста, будьте у меня самыми стильными. Ссылка под этим видео. Переходите, скачивайте. Ну, а у меня на этом все. Поделитесь в комментариях, как вам выпуск. Если вы досмотрели до конца, значит, вам понравилось, вас зацепило. Пожалуйста, поставьте лайк. Нам, блогерам, это правда очень важно. Мы не просто так вас об этом просим. Все сложнее и сложнее с каждым днем, учитывая все обстоятельства, продолжать делать для вас качественный контент. Но мы стараемся и делаем это регулярно. Поэтому я лично буду очень благодарна вашей отдаче. В этом выпуске у меня все. С вами была Анна Куц. Если бизнес, то модный.